Трамп обвиняет Украину в начале войны, а Зеленского в потере доверия и его низком рейтинге, который близится к нулю. В Москве говорят о сроках остановки огня, а в Киев прибыл спецпредставитель США. В эфире «Нехта» самые важные и интересные новости к этому часу. Масштабные атаки. Россия атаковала Украину через несколько часов после окончания переговоров о мире в Эр-Рияде. ВСУ совершили ответный удар. Что под прицелом? Скандальные заявления Трампа. Зеленского просят на выход. Киев отвечает. Когда может произойти смена власти в Украине? Массовая эвтаназия. В Австралии решили усыпить 90 китов-убийц. Почему? Друзья, всем привет! Буду рад вашему лайку, подписке и репосту. Вы прекрасно знаете, что для нас это очень важно. Оставляйте также свои комментарии и спасибо вам за обратную связь. Об актуальных и важных событиях прямо сейчас начинаем. Россия так хочет мира, что совершила массированную атаку по Украине. Под ударом вся страна. Сразу с 6 направлений армия оккупантов выпустила 167 дронов «Шахед» и еще 2 баллистические ракеты КНДР из воздушного пространства Воронежской области. В воздушных силах Украины говорят, что большую часть БПЛА удалось сбить. Тем не менее, под ударом оказалась Одесская, Киевская, Сумская, Черкасская область и Запорожье. В этих регионах зафиксированы повреждения. В Одессе под ударом оказался многоэтажный дом и детская поликлиника. Да, В Украине заявили, что РФ целится по энергообъектам страны, и это произошло буквально через несколько часов после того, как в Саудовской Аравии представители России на переговорах с США заявляли, что не бьют по таким объектам. В офисе президента Украины уверяют, что 160 тысяч одесситов остались без тепла и электроснабжения. Ответный удар Украины. Дроны ВСУ долетели до Самарской области. Цель – Сызранский НПЗ, один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов страны с многолетней историей. Кадров, на которых запечатлены последствия атаки, в сети десятки. В утренней сводке ведомства Белоусова, то есть Минобороны РФ, предпочло не написать и слова о том, что в Самарской области даже работало или не работало ПВО. Удар по Сызранскому НПЗ пришлось признать губернатору области, но и то у него все идет по плану. Ситуация на Сызранском НПЗ на контроле. Последствия атаки ликвидированы. Пострадавших и крупных повреждений нет. Сохраняйте бдительность и спокойствие, доверяйте проверенным источникам информации. Он приехал. Спецпредставитель США по Украине генерал Кит Келлог прибыл в Киев днем ранее, чем анонсировал Зеленский. На перроне Киевского вокзала спецпосланник заявил, что война не началась бы, если бы Трамп был президентом. Это известная фраза самого Трампа, который не устает ее повторять. Келлог, который на прошлой неделе взял на себя публичное обязательство за 180 дней задействовать все стороны для завершения войны в Украине, заявил, что США осознают, что Киеву нужны гарантии безопасности, и он готов выслушать Зеленского. Я рад быть в Киеве. У меня было несколько замечательных бесед с президентом Зеленским, его сотрудниками и военным командованием. Знаете, очень приятно, что я нахожусь здесь всего за несколько дней до 3-й годовщины российского вторжения в Украину. И имею возможность провести хорошие содержательные переговоры. У нас была возможность встретиться с президентом Зеленским и его командой в Мюнхене. Так что я думаю, что это будет продолжением. С нетерпением жду продолжения. Кстати, Зеленский, как и анонсировал ранее, решил повести Кита Келлога на линию фронта. Куда именно, не сообщается. Трамп разносит Зеленского и намекает, что Украина сама докатилась до той ситуации, в которой находится сейчас. Резкое заявление, повергшее в шок украинское правительство, прозвучало лишь через несколько часов после переговоров РФ и США в Саудовской Аравии. Президент США вспомнил и американские деньги, отправленные Украине, мол, Зеленский не знает, где исчезла половина из этих средств. Кроме того, заявил, что Киеву давно было пора пойти на сделку с Москвой. При этом Трамп слова не сказал об ответственности России и о том, что это она совершила вторжение. Честно говоря, я очень разочарован тем, что происходит. Я наблюдаю за этим уже 3 года. Это война, которая бы никогда не случилась, если бы я был президентом. Я вижу, как убивают людей в масштабах, каких мы почти не видели со времен Второй мировой войны. И меня разочаровывает, что я слышу, мол, они недовольны тем, что их не посадили за стол переговоров. Но у них было место за столом 3 года назад. И еще задолго до этого.
Все это можно было решить очень легко. Даже какой-нибудь посредственный переговорщик мог бы урегулировать этот конфликт еще несколько лет назад. И я думаю, без больших потерь территорий, без жертв, без разрушенных городов, которые сейчас просто лежат в руинах. В офисе президента Украины заявили, что переговоры между РФ и США в Саудовской Аравии – это форум для новых российских ультиматумов. Советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк считает, что абсурдно, когда Москва говорит о мире, продолжая убивать украинцев. Тем временем представители Китая увидели стремление к диалогу и к переговорам. Украинский кризис затянулся почти на 3 года. В последнее время усиливается стремление к диалогу и переговорам. С самого начала кризиса Китай выступал за политическое урегулирование и способствовал мирным переговорам. Китай поддерживает все усилия, способствующие мирному урегулированию. В Москве же решили порассуждать, когда РФ может прекратить поливать Украину огнем. Произойдет это раньше возможных выборов в Украине или же позже, рассуждал Песков. Никаких решений на этот счет, конечно же, не может быть принято в Москве и в Вашингтоне. Есть определенный обмен мнений на этот счет, но дальше этого не может быть. Зеленского пытаются убрать со сцены. Сразу несколько западных изданий пишут о том, как и США, и РФ развернули кампанию против украинского президента и выступают за проведение выборов в Украине. The Telegraph пишет, что Зеленский чувствует себя по-настоящему в стороне, а признаки того, что его влияние на Западе ослабевает, появились еще до победы Трампа на выборах. Издание уточняет, что Зеленского не пригласили в Саудовскую Аравию, кроме того, не пригласили на саммит лидеров ЕС, который созывал Макрон в Париже. Источники The Telegraph пишут, что делегации РФ и США в Эр-Рияде согласились или, по крайней мере, обсуждали идею проведения выборов в Украине до подписания какого-либо мирного соглашения. Устранение Зеленского – очевидная цель для Владимира Путина. Никто не нанес большего ущерба планам Москвы по покорению Украины и подавлению ее духа. Провал ФСБ в попытках ликвидировать Зеленского считается позором. Теперь Кремль, похоже, делает ставку на другой вариант – добиться выборов, вмешаться в них по давно отработанной схеме и привести к власти пророссийского ставленника, который подпишет такое унизительное соглашение, на которое Зеленский никогда бы не пошел. Трамп также заявил, что Украине нужны выборы. Это было его первое заявление после того, как из Саудовской Аравии улетели представители Москвы и Вашингтона. Американский президент вдруг посчитал, что рейтинг у Зеленского близится к нулю и остановился на отметке в 4%. В то же время Financial Times со ссылкой на Киевский международный институт социологии пишет, что реальный рейтинг и уровень доверия к Зеленскому 57%, и этот показатель вырос на 5 пунктов по сравнению с декабрем 2024 года. Сам же Зеленский заявил, что он очень неудобный человек для РФ и дал понять, что будет защищать страну, пока Украина не вступит в ЕС и НАТО, пока Украина не получит гарантии безопасности. Только когда это произойдет, он станет ненужным, говорит Зеленский. Я готов на все ради мира в Украине, на все, для прочного и крепкого мира, как человек, как гражданин, как отец. Я никогда ни за что не цепляюсь. Я президент Украины, потому что 73% людей проголосовали за меня. И сегодня я президент Украины, потому что большинство в моей стране поддерживает меня. Я патриот, как и те люди, которые сегодня защищают нашу страну. Конечно, Россия хочет избавиться от меня. Может быть, не физически, как они пытались сделать в начале войны, но политически, и это абсолютно понятно, я очень неудобный человек. В Киеве ко всему неоднократно напоминали, что проведение выборов во время военного положения невозможно по совокупности факторов, в том числе это опасно из-за российских обстрелов. Глава правящей партии Арахамия совсем недавно напомнил, что выборы не должны проводиться ранее, чем через полгода после окончания военного положения. А что вы думаете о разговорах о смене власти в Украине, которые звучат из Вашингтона и Москвы одновременно? Пишите в комментариях свои мысли. Наша команда существует благодаря вам. Поддержите ее, чтобы мы могли продолжать нашу работу. В Тасмании проведут массовую эвтаназию малых касаток, которые выбросились на берег. На мели нашли более 150 китов-убийц. Часть из них успела погибнуть. На место прибыли ветеринары и морские биологи, которые оценили состояние выживших животных. Также были предприняты попытки перенести касаток в воду. Однако эти попытки не увенчались успехом. Именно поэтому 9 десятков касаток усыпят.
Власти заявили, что спасти их невозможно из-за сложных погодных условий. Известно, что ложные касатки – редкий и даже исчезающий вид. Морские гиганты могут достигать 6 метров в длину и весить более тонны. Последний раз массовый выброс этого вида на берег фиксировали 50 лет назад. Что стало причиной нынешней трагедии, пока не ясно. Вероятно, это дезориентация, болезни либо климатические изменения. Последний подсчет показал, что из 157 ложных касаток 90 животных все еще живы. Как и ожидалось, условия неблагоприятные. Сегодня утром мы попытались переместить 2 животных и вернуть их в воду. К сожалению, это не удалось, так как условия в океане не позволяли им уплыть, и они снова и снова выбрасывались на берег. Да, прогноз на ближайшие 2 дня показывает такие же условия, как и сегодня. К сожалению, они крайне неблагоприятны для того, чтобы вернуть касаток в воду. Поэтому после экстренной ветеринарной оценки мы приняли решение о необходимости эвтаназии из соображений благополучия животных. Из Минска в КНДР прямым рейсом. В Беларуси стали рекламировать туры в Северную Корею для любителей изоляции и диктатуры. Желающих посетить царство Ким Чен Ына уверяют, что в обществе существует стереотипное впечатление о КНДР. Но это не так. Двери в Северную Корею открыты, уверяют минские туроператоры. Стоимость поездки практически $2000. Друзья, на этом все. Не забудьте оставить свой комментарий и лайк. Мы же с командой продолжаем следить за самыми важными новостями. Оперативную информацию от Нехта ищите в телеграм-каналах или на платформе X. Спасибо вам за доверие и то, что остаетесь с нами. До новых встреч и хороших вам новостей.